Приветствуем вас на канале Раиса Греченко «Дача, сад, огород, цветы». Сегодня у нас двойной агрогороскоп и для садоводов, и для цветоводов на октябрь месяц 2021 года. Время московское. Снова же нам приходится усовершенствовать нашу работу, потому что просят те, кто не может слышать, просят субтитры. И субтитры должны быть внизу, поэтому я вот таким образом вам сейчас буду, мы не можем ущемлять тех, кто не может слышать нас, и мы хотим, чтобы те, кто хочет читать, тоже, чтобы была такая возможность. Итак, у нас теперь внизу для субтитров есть место, и мы сейчас с вами рассматриваем вот этот календарь. Сразу же садовые и цветочные дела, потому что всем срочно сейчас надо эти дела знать и как это сегодня все сделать, спланировать. Итак, сегодня у нас 1 октября, Лев. Я спокойно даю этот агрогороскоп, потому что особых работ в это время, вот 1-2 октября, кроме уборки, сбора плодов или выкопка гладиолусов, каких-то цветов, что вы выкапываете на зиму, посадочные ямы в саду, особо здесь таких работ не делаем. Можете собирать урожай, можете собирать семена. Это знак стихии огня, очень хорошее время. Зато наступает вот это время, которое нам многие ждут. Я только частично буду высаживать луковичные цветочки. Смотрите, после 12 часов, а лучше после 13 часов, подготовьтесь хорошо, с 13 часов можно нарезать череночки и укоренять черенки, причем любых растений. Так как это все-таки дева-покровитель цветов, то лучше всего получаются цветочные и комнатные цветы, и цветы, которые на улице, те же розы. У нас есть отдельное видео, что нужно знать для того, чтобы укоренять именно осенью 2021 года. Погода, климат меняется, на улице, в открытом грунте не укореняйте, пожалуйста, кроме теплых стран, там, где постоянно тепло. Здесь же можно высаживать весенние луковичные цветы, поливы, подкормки, а также можно высаживать, вот кто получил саженцы роз, какие-то другие саженцы декоративных цветочных растений, можно вот это делать до 12 часов 4 октября, и все. После 12 часов остановите эти работы, нужно, чтобы растения адаптировались к земле и подготовились к 14 часам ко времени черной луны. В черную луну лучше не высаживать, потому что вы потеряете дорогостоящие саженцы, луковицы, рассаду ваших цветов. Кстати, в Деве также можно высаживать рассаду саженцев цветов. Можно их делить и можно рассаживать. Вот это можно сделать с 13 часов 3 и 4 до 12 часов в Деве. Далее идет время Гекаты, время новолуния. Мы сейчас перемещаемся постепенно к этому периоду. И вот смотрите, что получается у нас. У нас получается, что такой перерыв большой, новолуние, снова же время черной луны. Геката у нас завершается только 8 октября после 14 часов. Поэтому здесь, казалось бы, Скорпион, да, утром лучше, если есть необходимость, поливайте растения. А вот высаживать рассаду цветов, поливать и проводить подкормочки, а также высаживать клубнику, кто еще не высадил, пожалуйста, в это время очень хорошо высаживать саженцы земляники, клубники. Используйте этот момент. Ну а 9 числа это можно только утречком до 9 часов делать. Потому что вы смотрите, луна без курса с 9 часов 7 минут и до вечера будет. А при луне без курса, спящей луне, готовящейся к переходу в другой знак, именно к Стрельцу, естественно, здесь результатов не будет хороших. Поэтому, видите, я вот зачеркиваю вот это время красненьким. Здесь можно только поливать. Ну и нельзя в Скорпионе высаживать луковичные цветы и делить корневища.
То есть, если вы хотите рассадить какие-то корневищные цветы, не делайте этого. То же самое касается и садовых растений. Не делите корневища в скорпионе. Далее время Стрельца, и дальше у нас чистый Стрелец уже. Ну, ночью никто ничего не делает. 10-го вот чистое время Стрельца, что можно? Собирать урожай. Также можно собирать, выкапывать луковицы, которые уже растения, которые готовятся на зимовку, закладывать уже на хранение, если уже подготовлены, готовить посадочные ямы в саду, убирать сад, убирать также цветники. В общем, все технические работы в Стрельце, это все только приветствуется. Далее будет время Луны без курса очень длинное, практически 11 октября. Луна будет спящей, Луна без курса, и только поздно вечером вот мы будем ждать этого момента. Я уже сама себе запланировала, что я в Козероге после 21 часа могу высадить какие-то саженцы, посадить цветочные луковицы, любые. Смотрите, это у нас растущая луна, можно и комнатные, гипеаструмы можно высадить. Здесь очень хорошо черенковать. Уже кто цветочки имеет в комнате, можно вот эти цветы черенковать в комнате и ночью. Это будет очень хорошее плодотворное время. Итак, это будет у нас 11-го, и будет это дело продолжаться. Вот смотрите, идем снова же, возвращаемся. 12 октября, Козерог, чистые, 24 часа. Вот, пожалуйста, посадка любых саженцев в саду. Это значит, можно высаживать розы, если вы получили эти саженцы. Можно было вечером или же вот сейчас, 12 октября, можно высаживать саженцы плодовых, ягодных растений, декоративных, хвойных. Вот это все 12 числа высаживайте. Можно любые цветы, которые вы купили, высаживайте на цветниках. Можете высаживать вазы цветочные, горшки, контейнеры. На выгонку высаживайте, укореняйте черенки, собирайте урожай, поливайте, подкармливайте. Это касается подкормки именно тех цветов, которые в комнате и начинают цвести или готовятся к цветению, а также для жителей теплых стран. Нас смотрят сейчас во многих странах мира. Можно высаживать крокусы, гиацинты на выгонку. То же самое, можно и другие цветы весенние тоже на выгонку высаживать. Смотрите, нужно все это сделать 12-го. У нас очень много дел запланировано в Козероге, но это растущая луна. Почему я планирую именно на это время? Потому что в это время хорошо укореняется, крепкие растения получаются, цветочные, садовые растения. Они зато очень медленно, но мощная корневая система хорошо развиваются, более устойчивы к различным природным аномалиям климатическим, более устойчивы к болезням и к вредителям. Поэтому на 12 число можно все запланировать и провести эти работы. Ну а можно после 21 часа то, что вы планируете в доме, в комнате, сделать и на 12 выйти на улицу. Жаль, конечно, что 13-го нельзя будет работать именно с посадками, посевами, потому что здесь переход Луны с первой во вторую фазу. А это значит, что это небольшое новолуние или полнолуние. Здесь очень стрессовая ситуация, она всего длится 12 часов, плюс-минус 12 часов. И у нас этот день выпадает еще и благодаря Луне без курса, которая будет с 13 часов 55 минут до 23 часов 47 минут. Ну а далее Водолей тоже мы ничего не делаем, поэтому этот день у нас, к сожалению, не рабочий в плане пассивных посадочных работ, зато можно заниматься хозяйственными вопросами, убирать, готовить почву. Все это можно делать 13-го. Идем дальше. Водолей 14-го. Конечно же, все хозяйственные работы можно. Уборку проводить в саду на цветнике, посадочные ямы, собирать, выкапывать луковицы, цветов, которые вот летние были, и нужно уже выкапывать их, там, и лилии. Что у вас осталось? У кого что? У кого-то анимоны, у кого-то лютики, георгины уже, если уже заморозки начались, выкапывайте их. Собирайте урожай, закладывайте на хранение.
Ну, естественно, если где-то еще тепло, георгины можете прикопать, подгорнуть, чтобы они более вызрели, их корневища. Ну, все зависит от погоды. Ну, о погоде мы чуть-чуть позже будем говорить. Далее 15-го Водолей, санитарная обрезка сада. Ну, естественно, здесь подготовка почвы и уборка, потому что Водолей – это знак не для посадки. Водолей перейдет в знак Рыбы, то есть Луна из знака Водолей в знак Рыбы перейдет 16 октября в 5 часов 23 минуты утра. Ну вот в Рыбах уже, это уже там, где морозов нету, там можно просто-напросто поливать, подкармливать, убирать сад. Вот это главные работы, которые мы можем делать. Посадочные ямы в саду можно готовить, даже заливать, и это будет очень хорошо. Ну а далее уже 17-е. Ой, прошу прощения, буду вот таким образом делать. Забываю, что нужно обязательно вот эту часть освобождать. 17-е. 17-е это то же самое Рыбы у нас, но напоминаю, что при Луне в знаке Рыбы это растущая Луна, в любом случае убывающая Луна. Нужно знать, что нельзя обрезать, делить корневища цветов, ну и луковичные цветы не высаживайте. Я вот последний год начала вот эти эксперименты проводить. Луковичные цветы почему-то больше всего болеют, если их высаживаешь во времена, когда Луна находится в знаках стихии воды. Поэтому учтите себе, здесь высаживать можно рассаду, перевалку делать, но нельзя делить корневища. Вот в это время не делайте этого. 18 октября Луна будет переходить в знак Овен. Ну и здесь начинается уже сожженный путь полнолуния. Смотрите, какой у нас длинный сожженный путь полнолуния. Здесь что мы можем делать? Вот особое внимание хочу обратить на вот этот момент. Вот смотрите, конечно же, полнолуние, сожженный путь полнолуния. Этот период, он выпадает на Овен, и часть Тельца у нас забирает. Очень хорошее время для посадок. Но что мы сделаем? Ничего не сделаем. Мы не можем не изменить законы космоса. Поэтому в это время можно собирать урожай, убирать, хозяйственные вопросы. Смотрите, у нас остается 22 октября. С 15 часов можно сделать и до 22 часов, потому что Луна без курса с 23-37, мы можем вот такие важные работы сделать. Здесь и планеты, те, которые отвечают за нашу красоту, за наши цветочки, за красоту сада и за плодородие тоже. Все в это время как раз дает плюсы. И что можно еще? Телец – это прекрасное время для черенкования. Нарезки черенков, укоренения черенков. Делайте это, как я вам рассказывала. Те, кто в комнате делает эти работы для комнатных цветов, они уже давно готовы к этому и работают, у них есть опыт. Ну а те, кто только начинает, осень 2021 года будет сложная. И никакие ваши черенки под любыми укрытиями, к сожалению, не выживут, потому что будут сильные перепады температур, морозы, снегопады. Пожалуйста, высаживайте, так как я вам показывала видео специальное, там, где у нас черенкование на октябрь. Я этот способ показала. Он уже дал хорошие результаты, несколько лет уже, и наши зрители это тоже делают, и получается хороший результат. Так вот, значит, мы делаем черенки, нарезаем, укореняем в горшки или контейнеры, что угодно, делаем теплички и выращиваем в комнате. Или же нарезаем черенки, если уже у вас, допустим, виноград, нужно вам будет для прививки, или же садовые растения, нарезайте черенки и на хранение в холодильник. А затем уже весной, в феврале можно их укоренять. Часть пойдет на прививки. Все это можно вот в этот день, телец, очень хорошее время сделать.
Здесь приветствуется посадка, пересадка, перевалка различной рассады. Здесь приветствуется посадка любых саженцев садовых растений. При еще более благоприятной, более-менее благоприятной погоде будут еще теплые периоды и в октябре. И если выпадет именно на этот период хорошее время, высаживайте саженцы садовых растений, если они хорошего качества, двулетки, трехлетки, пожалуйста, можно высаживать. И позаботьтесь о том, чтобы укрыть их, если будут вот такие плохие погодные условия. Если же нет таких возможностей, лучше посадить в ведро, в какой-то большой горшок, ту же розочку, саженцы любые, потому что они погибнут в открытом грунте. Высаживайте луковичные цветы. Прекрасно. Поливайте, подкармливайте, на выгонку высаживайте луковичные цветочки. Все это здесь приветствуется. Можно высаживать, кстати, и черенки. Я уже видела это у знакомых. Они высаживают буквально даже тот же инжир, просто укореняют уже осенью, и они как цветы растут на окошке до весны. Естественно, потом надо закалять, готовить, и уже в следующем году, в июне месяце, высаживают в саду. И затем уже укрывают, потому что в течение лета эти саженцы адаптируются, нарастает хорошая корневая система. Если еще высадят именно в тельце или в козероге, то прекрасно получается крепкое, здоровое растение. Учтите эти подсказки. К сожалению, вот этот период тельца у нас вот не такой сильно большой. И вот у нас вот идет вот такая сейчас история, что 23-го просто-напросто получается здесь переход Луны из знака Тельца в знак Близнецы в 10:58 и с 0 часов Луна без курса. Луна без курса – это спящая Луна, и поэтому, к сожалению, вот видите, у нас там плодородный, шикарный знак, и период у нас маленький. Ну, все, если подготовиться, все можно сделать. Далее идет время Близнецов уже 23-го с 10 часов 58 минут. Что можно делать 23-го, 24-го и 25-го? Время Близнецов. А это время для обрезки садовых цветочных растений. Подготовка растений к зимовке, уже первичное укрытие можно проводить там, где есть необходимость. Закладка на хранение, проверьте свои луковичные цветы, проверьте все, что вы уже выкопали из растений своих, проверяйте, готовьте к закладке на хранение. Ну, естественно, посадочные ямы, если надо, убирайте свои сады, цветники и готовьте к зимовке. И как можно больше делайте работ подготовительных к тому, чтобы весна будет очень длинная, и потом очень короткий период, нужно будет многое сделать. Постарайтесь как можно больше подготовительных работ провести именно вот сейчас, октябрь месяц. Итак, вот эти работы можно до 25-го, ну, можно и чуть позже. Далее идет у нас рак. В 1 минуту переходит 26-го Луна из знака Близнецы в знак Рак. И здесь будет находиться 27 и 28. Но 28 у нас выпадает переход Луны из 3 в 4 фазу. А 26-27 поливы, если это есть необходимость, а особенно садовые растения, влагозарядка на зиму. Обязательно вот это учтите. Посадочные ямы готовим, убираем сад, цветники. Ну и прежде чем мы завершим, буквально несколько предложений о погоде. Погода в октябре будет очень такой прыгучей, будут качели своеобразные, но качели уже зимние. Еще будет немного возвращаться тепло в разных регионах и в странах, но уже конец даже сентября свидетельствует о том, что зима берет бразды правления в свои руки. И помогут ей вот эти планеты, которые выйдут из ретроградности. Это 6 октября Плутон, 11 Сатурн, 18 Юпитер, 19 Меркурий. Ну и новолуние в Весах будет, как раз Солнце в соединении с Марсом будет в новолуние. Очень интересная ситуация, так что будут у нас и антициклоны, и циклоны. Поэтому там, где нужно укрывать уже, первичное укрытие теплолюбивых растений, возьмите себе это на заметку, будьте готовы в любой момент.
Ну что ж, мы уже рассмотрели нахождение Луны в знаке Рак, оно позади. Остается у нас вот 3 дня, 29 и 30 Луна будет в знаке Лев. Что можно во Льве? Это убывающая Луна, можно обрезать сад, цветники обрезать, первичное укрытие теплолюбивых растений, ну, естественно, закладка на хранение различных наших луковичных цветов, то, что вы собираетесь хранить зимой. И вот остается у нас уже 30 вечером. Смотрите, очень хороший еще горячий период. Казалось бы, конец месяца, уже там холод, но мы можем еще с вами очень много дел сделать. Почему? С 22 часов лучше всего, ну, 21:11 переход в знак Девы, но я стараюсь всегда давать хотя бы час вот этому успокоению этих энергий и уже работе энергии Девы. Дева – покровительница цветов. Естественно, очень любит размножать цветы, декоративные растения, поэтому можно нарезать черенки, укоренять для тех, кто уже в доме это делает, для комнатных цветов. А также можно высаживать, смотрите, 31-го снова же для цветоводов. Это очень хорошее время высаживать луковичные цветы. Любые можно высаживать в различные вазоны, контейнеры на выгонку. Далее саженцы цветочных и декоративных растений можно высаживать. Снова же напоминаю, почта и интернет-магазины работают с задержкой. И поэтому, если вы получили заранее вот посадочный материал, прикопайте, а уже подготовленное все, то, что вы прикопали, заготовьте. Я все-таки волнуюсь за наши растения, поэтому то, что у меня пришло по почте, нежные саженцы, я их не высаживаю в открытый грунт, высаживаю в горшки. Они пока будут в теплице или даже на улице, а затем при холодном циклоне просто-напросто занести нужно будет погреб или помещение, где плюсовая температура, хотя бы +1, 0 будет даже, это не страшно, но зато вот эти большие минусы, которые будут прыгать вот осенью и если вообще в наступающую зиму, это все не будет негативно влиять на ваши растения. Снова же подсказка, снова же буквально я вас веду и говорю, что нужно подготовиться основательно к зимовке, потому что зима будет уничтожать наши труды, если мы плохо их выполним, некачественно выполним. И, естественно, нежные саженцы, а их чаще всего выращивают в теплицах, естественно, эти саженцы неподготовленные погибнут. У меня было несколько таких опытов, и очень дорогостоящие растения просто-напросто погибли. Сегодня у нас был вот такой большой агрогороскоп садоводов и цветоводов на октябрь месяц 2021 года. Надеюсь, что сегодня уже субтитры смогут читать все, кто не слышит меня. Надеюсь, что крупный уже текст тоже понравится. Ну а для тех, кто хочет снова мелкие и все в одну страничку, извините, вот такая вот картина. И стараюсь угодить всем, но как вот получается, так и получается. Пишите, больше голосов будет за то, чтобы вернуть, маленькое сделать, будем возвращать, мне просто меньше работы. Я же хочу, чтобы как можно больше людей могло, сейчас очень много новичков, могли разобраться во всей ситуации, разложить свои работы по графику определенному, составить план и эти работы выполнить качественно, чтобы вы весной были при хороших, здоровых растениях и цветочных, и садовых, и чтобы у вас сады цвели и цветы вас радовали. Будьте здоровы, до новых встреч, пока-пока.